Всем привет, с вами Марти. Если вы давно следите за моим каналом, то вы в курсе, что свои геймплейные видео по страйкболу я снимаю только на камеры VIRB от компании Garmin. 3 года назад это была самая первая VIRB первого поколения. Затем, 1,5 года назад я начал снимать на камеру VIRB второго поколения, VIRB XE, и я был очень ей доволен и доволен до сих пор. Все видео за последние 1,5 года я снимал только на нее. И вот относительно недавно, в конце прошлого года, на рынок вышла камера VIRB третьего поколения, VIRB Ultra 30, и сегодня я сделаю на нее обзор и сравню с камерой предыдущего поколения. Начнем с комплектации. Поставляется камера теперь в такой небольшой картонной коробке, и это радует, что ушли от этих больших стеклянных прозрачных боксов, как у GoPro, которые потом не знаешь, куда деть. Так что коробка — это хорошо. Помимо самой камеры, в комплекте идет защитный бокс с 2 крышками, полностью водонепроницаемая. И также с небольшим отверстием, это для работы барометра, или если вы не собираетесь погружаться с камерой под воду. Крышки легко меняются. Так что замена проблем не составляет. После покупки камеры я сразу рекомендую ее обновить. Скачивайте специальное приложение на сайте компании Garmin, оно бесплатное, и обновляйте ее. Тогда у вас будут все возможности и все функции, которые я покажу в данном видео. Сразу хотел бы провести сравнение камер 2 поколений по основным характеристикам, а потом уже делать более подробный обзор модели VIRB Ultra 30. Ну, что у этих камер общее, и в целом у линейки VIRB, это идиотские названия. Вместо того, чтобы просто назвать камеры VIRB 1, VIRB 2, VIRB 3, была сначала просто VIRB, потом VIRB XE, и третье поколение — это VIRB Ultra 30. Я не знаю, почему придумывают такие сложные названия вместо номеров. Ну ладно, пусть это будет на совести производителя. Ну а теперь, собственно, сравнение. Дальше, как видите, основное отличие то, что Garmin ушли от концепции безбоксовой камеры, которые были первые 2 камеры 2 поколений. Концепции более классической — это камера стандартного форм-фактора и водонепроницаемый бокс. В этом плане есть как плюсы, так и минусы. Но основной плюс в том, что при падении с большой высоты или очень сильных ударах у вас корпус треснет, разрушится, сломается. И заменить его будет гораздо сложнее, чем защитный водонепроницаемый бокс. Хотя этот корпус очень прочный и был проверен не раз на страйкболе. Шарики попадали в корпус, шарики попадали в защитное стекло, шарики попадали в дисплей. Никаких проблем. Страйкбол эта камера выдерживает отлично. Несмотря на измененную концепцию корпуса, кое-какие элементы остались как у предыдущего поколения. Например, это крепление стандарта GoPro. То крепление, которое используется у большинства экшн-камер, и это хорошо, потому что нет проблем купить себе аксессуары. В отличие от камер VIRB первого поколения, там крепление было уникальное. Также один элемент, который мне вообще очень нравится у камер VIRB, это кнопка включения записи. Точнее, здесь это не кнопка, а рычаг. То есть вы всегда можете пальцем определить, идет запись или нет, не снимая камеру с головы и никого не спрашивая. Этот механизм мне очень нравится. Ну и сверху кнопка фотографирования. Но минусом такого крепления непосредственно у VIRB XE, камеры второго поколения, был довольно легкий по переключению рычажок. Можно было случайно его задеть, и камера включится или выключится. Но это больше имело отношение, если камера с аккумулятором лежит у вас где-нибудь в сумке. У меня такое было, что она включалась, и аккумулятор полностью разряжался, пока я не начал использовать Powerbank. У новой камеры проблема решена. Рычажок стал меньше, и он стал более тугим и четким. Очень четкое переключение. Также сверху кнопка для фотографирования. И то же самое перенесли на бокс.
Несмотря на то, что новая модель Ultra 30 использует защитный бокс, в полном сборе она всего на 10 грамм тяжелее, чем модель более старого поколения, модель VIRB XE. То есть разницы на голове вы в принципе не почувствуете, но при этом емкость аккумулятора у нее почти на 300 мАh больше, чем у старой модели. И это заметно. Если одного аккумулятора на VIRB XE мне хватало от силы на час съемок, то этого аккумулятора хватает примерно на 1,5-2 часа. И я реально замечал, когда использовал данную камеру на тесте. Но справедливости ради скажу, что свою камеру VIRB XE я использую только с пауэрбэнком. И в любом случае, если вы играете в страйкбол, любую экшн-камеру вы будете использовать с пауэрбэнком на вашем шлеме или панаме. Но тут есть еще один нюанс. Если у старой модели хоть и был уникальный интерфейс, вы могли использовать только тот кабель, который шел в комплекте, для его подключения не надо было снимать бокс. В отличие от новой модели. То есть, чтобы подключить сюда кабель с боксом, вам придется вырезать в нем отверстие, как обычно и делают на всех камерах, которые идут вместе с боксом. Так что учитывайте и это. Перейдем непосредственно к осмотру новой камеры VIRB Ultra 30. Сразу скажу, что я не буду перечислять все ее характеристики, их вы можете подробно посмотреть по ссылке в описании. Я скажу лишь о самых основных, на мой взгляд, характеристиках. Итак, качество исполнения, как всегда, у Garmin на высоте, никаких претензий. Чтобы получить доступ к аккумулятору, мы используем клавишу сбоку. Тут же у нас находится и флеш-карта. Камера принимает флеш-карты формата microSD объемом до 128 гигабайт. Поэтому учтите, что не все флеш-карты microSD для нее подойдут. По ссылке в описании посмотрите, какие именно рекомендует производитель. Чтобы включить запись, не обязательно включать саму камеру. Вы можете использовать так называемый быстрый старт. Запись включается через несколько секунд, и также мы выключаем запись, и камера выключается. Или можете использовать обычный режим. Включаем камеру и используем данный переключатель. Также у камеры есть и голосовые команды. Они произносятся на английском языке, но я специально сейчас буду произносить их с ужасным акцентом. Окей, Garmin, старт рекординг. Окей, Garmin, стоп рекординг. Как видите, даже несмотря на ужасный акцент, камера отлично понимает команды. Новая камера обладает сенсорным дисплеем, меню простое, интуитивно понятное, причем тачскрин работает даже если камера находится в защитном боксе. В целом качество видео на достаточно высоком уровне, оно заметно лучше, чем у камеры предыдущего поколения. Особенно это заметно, когда снимаешь в сторону солнца и затененные объекты не превращаются в темные пятна. У матрицы камеры более высокая чувствительность, и соответственно, когда вы забегаете в темное помещение, картинка не смазывается из-за недостатка света, а остается такой же ровной и ясной. Сама камера имеет хороший микрофон, и при записи видео без бокса звук отлично записывается на все 360 градусов. Но у этого бокса есть специальный выход для микрофона. И при записи видео качество звука практически не падает. Но нужно учитывать, что хороший звук будет только по направлению вперед. Если источник звука будет за камерой, он будет более приглушенный. Камера без бокса, проверка звука. Раз, два, три. Камера в боксе, проверка звука. Раз, два, три. При необходимости вы можете купить внешний микрофон и подключить его при помощи Bluetooth. Стабилизация видео у камер линейки VIRB, как всегда, на высоком уровне. Вы можете видеть разницу на данном фрагменте. У камеры широкоугольный объектив, из-за этого по краям заметно искажение линзы. Но при необходимости в настройках вы можете включить коррекцию данного параметра, но при этом угол обзора немного уменьшится. Причем эта коррекция может работать совместно со стабилизацией изображения.
В основном видео я снимаю в 1080p 60 кадров в секунду, но камера может снимать и с большей частотой, например 120 или даже 240 кадров в секунду. Также доступны и более высокие разрешения 2,7К и даже 4К, но только на 30 кадров в секунду и без стабилизации. Фотографии получаются также достойного качества, разрешение до 12 мегапикселей. И, конечно, основной фишкой экшн-камер VIRB от компании Garmin является система G-Metrix. Это встроенный GPS-приемник, акселерометр, гироскоп, альтиметр, компас. И все эти параметры вы можете выводить непосредственно на видео. Также к камере можно подключить дополнительные датчики, например, датчик сердцебиения. И опять же, все параметры будут выведены на видео. Обычно всем этим пользуются спортсмены-экстремалы, но если вы просто записываете видео, то можете отключить все вам ненужное. Если вас заинтересовала эта камера, ссылка на нее в описании к видео. Наградите меня лайком, подписывайтесь на канал, не забывайте, что в описании много полезных ссылок и снимайте интересные видео.